Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам, и хорошей погоды, прекрасного урожая овощей. У нас такой вопрос очень важный. Нас попросили несколько наших подписчиков: покажите обязательно, как вы это делаете, мульчирование. Расскажите еще раз об этих секретах и покажите. Но мы его проводили 2 июня поздно-поздно вечером, уже было темно. 2 июня, почему мы выбрали этот день? Потому что это было уже позади неделя горячих дней, даже в один день на солнце было до 40 градусов, в тени 36 на нашем градуснике, в теплице, естественно, под 50. Почва уже очень хорошо прогрелась. В знаке Рак 2 июня 2022 года прекрасное время для того, чтобы провести основательный полив. Мы отправили в среднем на каждое растение при поливе 20 литров воды. Причем вода теплая, почва теплая, и солома у нас тоже теплая. Все прогрелось, и вот 2 ночью, поздно вечером, мы укрыли соломой. Солома у нас прошлогодняя, была в тюках. Мы ее сохранили зимой в сухом месте специально для мульчирования. И вот после того, когда мы застелили вот эту всю солому, мы оставили кусочек для того, чтобы 3-го утром снять уже, когда видно, и показать, как мы это делали. Ну вот сейчас мы вам вот это все показываем и рассказываем, как это все мы делали. Ну а теперь готовим раствор. 5 литров воды, мне удобно в ведерочках есть. И беру 12 граммов вот этот спичечный коробок триходермина порошкового. И растворяю в водичке. И оставляем на несколько часов. Надо растворить в темном месте, теплом, потому что бактерии, грибы триходермы очень любят тепло. И сейчас очень хорошо с этой температурой солома, грибы будут хорошо работать, помогать нам убирать споры грибковых заболеваний. Вот пока у нас это все готовится. Кстати, мне вот этот раствор я потом добавляю еще. Как можно сделать, чтобы сэкономить? Можно солому застелить, это 2 варианта. Застелили, прошли слейкой чистой водой, а затем взяли распылитель на 10 литров. И еще добавили сюда же, можно добавить 5 литров воды в распылителе на 10 литров. И пройтись по соломе, опрыскивать. Тоже хороший вариант. Это если очень мало вот этого порошка. У меня его достаточно. Я люблю, когда он работает. Вот у меня 3 квадратных метра получается. Я заливаю, добавляю еще сюда 5 литров воды. У меня получается 10 литров. И вот эти 10 литров я использую на 3 квадратных метра для того, чтобы пролить солому. Внизу влажная, сверху вот этот раствор. Потихонечку проливаем и получаем очень хороший результат. А теперь этот раствор, когда он у нас постоял пару часов, я беру его и проливаю. Внизу у нас влага. Внизу, кстати, мы обработали перед тем, как укладывать вот эту солому. Я обработала и почву из пульверизатора, и обработала обязательно сами растения. И вот так я вот всю солому, дорожки, все проливаю. Да, это затратно, но зато я знаю, что мои томаты, огурцы не будут болеть. Вот смотрите, уже у нас все вот укрыто и пролито. Вот как хорошо, вот такая жара, и листья нормально стоят, висят. То есть они почти что не реагируют на эту высокую температуру. Нормально себя чувствуют, помидоры тоже нормально себя чувствуют. И я знаю, что здесь заболеваний в ближайшие 10 дней точно не будет. Но для профилактики я обязательно еще проведу одно опрыскивание вот этим новым препаратом, который мне предложили, рассказали наши подписчики. Называется Фитодоктор. Как я это буду делать, мы обязательно это заснимем, расскажем и поделимся. Потому что триходермин это хорошо. Мы раньше использовали еще и галупсин. Так как сейчас есть возможность, мы закупили заранее еще зимой и Фитодоктор,
и триходермин мы используем, вот будем чередовать для профилактических обработок растений против различных заболеваний. Мы будем использовать вот эти препараты хотя бы раз в 10 дней в сильную жару, и это будет очень хорошо работать и для огурцов, и для томатов, и для других овощных растений. Итак, мы показали, как мы уже замульчировали. Сантиметров 15 у нас получилась вот эта мульча. И все мы обработали раствором триходермина. Все эти растения сейчас чувствуют себя хорошо. Ну и если будет дальше очень жарко, мы тогда еще будем использовать сетку вот эту затеняющую. Но пока температура ночью еще бывает опускается с приходом циклона, поэтому 18 градусов, уже открытые окна и двери остаются круглосуточно. Ну и нужно будет обязательно еще уже в сильную жару, а Юпитер будет в жарком знаке Овен практически все лето и будет очень жарко, поэтому будет еще сетка. Ну а пока наши помидоры, огурцы принимают солнечные ванны. В ноги им не жарко, им комфортно там, и идет процесс формирования плодов, растут стебли, растут листья, и все идет по плану. Видите, вот такая у нас красота. И еще я буду рассказывать чуть позже о подкормках, очень важно, нужно будет еще и подкормки, но это будет отдельная тема. Сегодня мы открыли тема очень важная, мульчирование. Видите, у нас практически до плодов все замульчировано. Вот таким образом. Благо, видите, есть солома влажная. Вот она, какая красота. И растение пьет водичку столько, сколько надо. При этом мульчировании мы где-то раз в неделю, не больше, поливаем растения только в благоприятном знаке. То ли знак стихии земли или знак стихии воды. И им достаточно. Не нужно каждый день бегать, поливать и гробить свои растения. Раиса Греченко, Александр Волик желает вам мира и добра. Желаем вам хорошего урожая всех овощных растений, хороших, здоровых вам в первую очередь растений, и вам здравия крепкого. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.